Итак, моя задача установить на компьютер OpenVRT и использовать его в качестве роутера. Соответственно, что для этого нужно сделать? Первым делом, конечно же, захожу на сайт OpenVRT, здесь выбираю последнюю версию, после чего мне нужно будет выбрать x86, это версия для компьютеров именно. А далее 64, это то, что 64 бита процессор, по сути, да. Здесь я выбираю версию для BIOS, я скачаю версию для BIOS. Чуть выше версия для UEFI, там приписка EFI, то есть это означает, что версия для UEFI. В моем случае я мог скачать и версию для UEFI, но на тот момент как бы я не знал. Вот, и для работы UEFI нужно было еще в BIOS изменить немножко настройки. Ну, в системе, по сути, это UEFI, но это отдельная тематика, там, как бы такое. Кто понял, тот понял. Далее на вашем экране я скачиваю программу, с помощью которой буду распаковывать образ OpenVRT на SSD-шник. Хочу сейчас обратить внимание. SSD я снял, скажем, с этого компьютера-роутера. Вот, этот SSD-шник подключил к своему компьютеру, на котором Windows 11. Этот SSD с объемом 128 гигабайт, я его специально заранее на всякий случай обязательно форматирую, чтобы там ничего не осталось. После этого с помощью программы я туда распакую на этот SSD-шник 128 гигабайт OpenVRT, после чего я выключу свой компьютер, вот этот рабочий, да, с Windows 11, отключу SSD-шник от него, этот SSD-шник подключу к моему компьютеру-роутеру, после чего включу этот компьютер-роутер, и там будет OpenVRT, она автоматически включится, полностью готовая к работе. Она будет находиться на SSD-шнике, вот, и нужно будет лишь настроить все это дело. Сейчас на вашем экране с помощью Windows 11 и консольных команд я, по сути, определил порядковый номер диска, именно SSD диска 128 гигабайт, после чего все это дело выбрал, форматировал, здесь нужно будет быть аккуратным, вот, после чего я запущу программу и с помощью этой проги запишу образ OpenVRT на SSD диск, после чего как бы все это дело, SSD-шник будет готов полностью к работе. Никакие там флешки там и так далее, это не Windows 11, это Windows 11 там установочная флешка и так далее. С OpenVRT это все дело работает по-другому. Итак, далее, когда я включу свой компьютер-роутер, у меня на нем находится в моем варианте 5 интернет-подключений, 5 интернет-разъемов физически. Один разъем на материнской плате и 4 разъема на моей PCI-Express-карте, которую я купил когда-то с AliExpress. Соответственно, у меня всего 5 интернет-разъемов на моей материнке. И чтобы заработала админка, соответственно, я запущу браузер на своем компьютере с Windows 11, зайду по адресу 192.168.1.1 и буду пытаться зайти. То есть я обновлю все это дело, у меня там не будет ничего, скорее всего, работать, и интернет-провод от Windows 11 с компьютером я подключу к компьютеру-роутеру, грубо говоря, да, в один из разъемов, и буду в браузере обновлять, нажимать кнопку F5. И 5 устройств, 5 разъемов по очереди я буду переподключать проводом. По очереди 5 разъемов. Соответственно, в моем случае, только на одном разъеме физическом откроется админка. Как вы видите сейчас эту админку на экране. Соответственно, после этого я перехожу к настройке админки. Первым делом я удалил WAN 6. По сути, он мне не нужен. Это IPv6, что-то типа этого. То есть у нас только IPv4. Далее, поскольку у меня 5 физических разъемов, то один физический разъем, куда подключается интернет, я сделаю WAN разъемом и туда буду подключать интернет-провод от провайдера. BRLAN, сейчас на вашем экране я настраиваю BRLAN. BRLAN это объединение именно для локальной сети. Я выбрал всего 3 устройства сейчас туда, добавил в этот BRLAN, и это говорит о том, что 3 устройства, они как бы идут в локальную сеть. Далее я настрою все 4 разъема на своей сетевой карте. Я захожу в редактирование WAN, к WAN подключается интернет-провод от провайдера, я выбираю Etаж 4 в данном случае, поскольку Etаж 4 на моем компьютере, в моем варианте, отвечает за разъем интернет-подключения на материнской плате. То есть интернет-провод от провайдера я буду подключать к материнской плате. Вот.
интернет-разъемы на сетевой карте, они будут в локальную сеть. Я сейчас настраиваю вот на вашем экране BRLAN. Все 4 разъема интернет я настроил, они будут у меня локальными. И, соответственно, со всех этих 4 интернет-разъемов уже будет доступна админка OpenVRT по адресу 192.168.1.1. Надеюсь, понятно объяснил. Если понятно, было полезно, пожалуйста, задонать, будь человеком.